Всем привет! Вы на канале SuperKit. Поскольку я заказываю разные устройства, в том числе и из Китая, и которые при этом требуют предварительной установки драйверов, то их как-то нужно установить. Причем, что самое интересное и логичное, это то, что в комплекте драйверы есть, а записаны они на диске. Но вот постоянно незадача. Оптического привода у меня нет. Мой пошабашил еще лет 6 назад, и свой новый на тот момент комп я уже собрал без DVD привода. На новой плате не было даже разъема IDE, а привод, даже если бы и остался рабочим, все равно подключать некуда было. На тот момент я махнул на это рукой, но вот сейчас, как и говорил чуть ранее, реально нужен сидюк. А когда нужно скачать, то и обратиться не к кому. Уже почти у всех либо не работает срока использования, либо нет вовсе, как и у меня. Можно, конечно, либо обратиться к китайцу, либо искать в инете. Но это все не то, так как в инете может оказаться неверный драйвер, я потрачу время на поиск, потом установку, потом новый поиск, потому что драйвер не подошел. Короче, решил я сделать себе универсальный для всех устройств DVD-привод, работающий от USB порта. Для этого купил такой карман в Китае для DVD-привода от ноута, а сам привод нашел почти за бесценок на местных площадках по продажам всякого барахла. К карману для привода идут в комплекте два кабеля, которые подключаются в USB. Лицевая панель и винтики, а также плата-переходник с контроллером для подключения в USB. Один из кабелей непосредственно для передачи данных и питания, а второй второстепенный, на случай, если питания от одного не будет достаточно. Карманы есть под разную толщину DVD-дисководов 12,7 либо 9,5 мм. Также нужно обратить внимание на разъем на плате переходника, с которым заказываете карман. Он может быть как для SATA, а точнее Slimline SATA, так и для IDE. Здесь уже каждый должен выбрать то, что ему нужно. Под видео оставлю готовые ссылки. Сам дискочитальник был в таком состоянии, даже с крышкой от ноута и с крепежным уголком. В принципе, сборка этого в одно целое не сложнее детского дошкольного конструктора. Итоговые возможности внешнего оптического дисковода будут зависеть от возможностей привода и с какими дисками он может работать. Лично я приобрел под DVD, золотая середина и по цене, и по возможностям. Давайте подключать и смотреть, как оно работает. Вряд ли я буду уже записывать диски именно с целью хранения на них инфы, но тем не менее, даже у меня есть интерес, а хватит ли питания от одного кабеля для записи диска. Все-таки запросы по току у DVD-привода аж 1,5 ампера, если верить характеристикам на наклейке. Также немного мощности попросит и плата-конвертер из USB в SATA, то есть вроде как в сумме больше, чем 1,5 ампера. Для определения тока буду использовать такой измеритель, который я модернизировал и под подключение кабеля microUSB. Подключив, видно, что дисковод прекрасно определяется и работает даже на одном кабеле. Кстати, устройство подключил в USB 2.0 порт, который распаян непосредственно на материнке, чтобы было меньше потерь. А также я подключил измеритель силы тока в разрыв цепи, чтобы получить ответ о реальном потреблении внешнего привода. Ну и если питания не хватит, то я так понимаю, что произойдет ошибка в записи. Нашел остатки неиспользованных дисков, им уже лет 10, наверное. Тут, кстати, и DVD, и CD, и даже DVD двухслойный по 8,5 гигабайт. Диск, на который буду записывать, вот такой хлам, типа ультратонкий, гнется как скот. Но для одноразового теста самое оно, такой диск мне не жалко. Для начала зайду в свойства привода, чтобы посмотреть его возможности. Отсюда видно, что привод всеяден к CD и DVD дискам. Буфер у дисковода 2 мегабайта, даже сейчас некоторые меньше делают. Также в свойствах выберу место сохранения образа оригинала диска на RAM диск. И в принципе можно начинать.
Тестом будет обыкновенное создание клона диска, так как в этой процедуре будет задействовано и чтение, и запись. Приступаем. Собственно, процесс пошел. Потихоньку диск выходит на максимальные скорости чтения. Ток потребления в этот момент, как можете видеть, достигает 0,8 ампера. Вполне возможно, что это максимум данного USB порта, и больше порт выжать не может. Ну что же, это еще интересней, так как в таком случае тест на грани, если DVD-шнику не хватит мощности порта USB 2.0. И да, не пишите, что такого не бывает и все такое в этом роде. Проверьте у себя и увидите, что бывает. Тем более полампера это то, что порт должен выдавать минимум, чтобы соответствовать стандарту, а не максимум. Тем временем образ создался, и выехавший лоток просит заменить в нем диск. Для чтения вполне достаточно одного кабеля. Теперь должно стать интереснее, потому что начнется процесс записи. Запись пошла на скорости 4х. А самое главное, то чего я и сам не ожидал, но вижу, как и вы сейчас, что потребляемый ток в записи намного ниже. Причем 0,5-0,6 ампера это явно не предел порта, вы сами только что могли видеть гораздо больший ток. Блин, мне реально все твердили, что при записи ток выше, а тут такой переворот сознания. Ну, теперь и не дожидаясь окончания, и так понятно, что все будет ок. А вот и подтверждение этого предположения. Остается только зайти и удостовериться, что файлы на месте, хотя изменившаяся иконка уже и так это показала. Ну что же, я доволен, вопрос решен. Пусть и на носу 2019 год, но мне реально нужно это устройство. Как бы там ни было, а оно отлично отработало, причем даже без задействованного кабеля для дополнительного питания. Этот кабель я так и оставил в коробке, пусть будет на всякий случай, ведь вдруг при подключении к какому-нибудь ноуту его USB порт не сможет выдать такой ток, как системная плата компа. Тогда уже никуда не деться и придется воспользоваться дополнительным питанием. А пока минус один кабель, и это прекрасно. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!